Чем замечательно телевидение и видеосъемка в частности? Вы можете увидеть прошлое. Даже свежий сюжет – это прошлое, но телевидение вас может закинуть еще дальше. Сначала в мастерскую, где идет реставрация автомобилей из коллекции Камыш-Маш, ретро-галерея ресторана «Ля Колин». Зачем? Тут оживляют очередной автомобиль. Очередную редкость, очередное произведение давно минувшего искусства – искусства автомобилестроения. Итак, пока я нахожусь под автомобилем, хочу вам рассказать про некоторые технические решения, не очень оригинальные, но, на мой взгляд, крайне интересные. Первое. В этом автомобиле находятся два глушителя. Вот это прямоток для движения за городом. Вот этот, естественно, гасящий звук двигателя. Зачем это надо? Ну, по-моему, это здорово, экономятся лошадиные силы. Далее. Коробка передач синтегрирована с задним мостом. По-моему, удобно, трехскоростная. Здесь хорошо видны тяги, которые уходят в салон. Хорошо видно, что пол здесь деревянный. Также обратите внимание, ручник зажимает не задние колеса, а сразу привод от двигателя. К тому же спидометр находится в редукторе заднего моста, а не как у конкурентов на переднем колесе через какую-то неведомую звездочку. По-моему, с технологической точки зрения здесь очень прогрессивно. Классический британец, не побоюсь этого слова, один из патриархов автомобильного мира Туманного Альбиона. Может, не так крут, как Rolls-Royce, но только из-за того, что человеческая память коротка. Стоит немного восстановить справедливость и вернуть в мир живых автомобильную марку Wolseley Vickers Motors из Бирмингема. А все началось с машинки для стрижки овец. Если коротко, англичанин Герберт Остин, будущий создатель автомобиля, родился в Англии, затем переехал в Австралию. Там усовершенствовал машинку для стрижки овец, запатентовал рационализаторство собственной разработки и после вернулся в Англию, где устроился на фабрику по производству данных машинок. Это если очень коротко. Затем был переломный момент. В 1886 году Герберт посетил парижский автосалон и... фирма выпустила трехколесный автомобиль, а уже в 1900 году появились нормальные, с нашей точки зрения, машины с цепным приводом на задний мост. Так зародилась компания, из которой сам Остин ушел. Фирма стала развиваться без него. Но прошу учесть, Wolseley на тот момент была крупнейшей британской фирмой по производству моторов. А еще в руководстве компании участвовал человек, давший свое имя легендарному пулемету «Максим». А фирма Isuzu начала свой путь, выпустив именно автомобиль Wolseley в начале 20-х годов. Но это совсем другие истории. Поверьте, машины Wolseley делали хорошие. За все рассказать не могу, но мне в руки, жаждущие исследований, попался вот этот Wolseley Ten Coupe 1921 года. С этим автомобилем случился маленький парадокс. Модель построили в 1921 году и выпускали, но ее как бы не существовало пару лет. Данный автомобиль начали производить в 1921 году, а запатентовали только в 1923. Но серийный номер на шильдике существует, год выпуска там тоже прописан. К чему это я? Да к тому, что бюрократия везде существовала, существует и хрен помрет. Давайте начнем с самого низа, так сказать, из-под автомобиля. Дело в том, что машина давно, очень давно не двигалась своим ходом, и ее надо подготовить. И не для меня, а для участия в выставке, которая состоится через несколько дней. И вот здесь начинается магия. Машина времени. Выставка в Сокольниках. Перед вами автомобиль Wolseley Ten Coupe 1921 года выпуска. Он был приобретен на аукционе Sotheby's. И в чем его уникальность? В том, что автомобиль на 90% аутентичен. То есть реставрационные работы практически не производились. Что с ним было сделано?
Элементарно, замена масла, прошприцевание, проверка ходовой и все. В основном работы никакие не производились. Автомобиль полностью готов к эксплуатации, и для наглядности я его сейчас заведу. На галерее Ильи Сорокина коллекция Камыш-Маш представляет 4 автомобиля Volvo серии 1800 и, кстати, первую модель спортивную фирмы Volvo P1900 Sport. Кроме этого, мы поставили на стенд электромобили Гердакар, и отдельно идут автомобили из коллекции ресторана Ля Колин. Это автомобили Роже Байона. Мы сделали для них специальный павильон. Попытались создать атмосферу такого вот гаража заброшенного, наподобие того, как они стояли. Это уже 25-я олдтаймер-галерея, вернувшаяся в Сокольники и достаточно триумфально вернувшаяся в Сокольники. Когда-то мы в этих залах начинали, и сейчас уже занимаем 3 павильона, один из которых полностью посвящен юбилею гаража особого назначения, 95-летию. И там официальные, официозные, можно даже сказать, автомобили, начиная с автомобилей Николая II и заканчивая кортежем действующего президента. А в другом зале, где мы сейчас находимся, наша пестрая, такая ярмарочно-балаганная олдтаймер-галерея, где представлены десятки реставрационных мастерских, владельцев, коллекционных бюро, как они себя иногда пафосно называют. И здесь достаточно много ржавчины, которая стоит десятки и сотни тысяч условных единиц. Здесь достаточно много и прекрасно отреставрированных автомобилей, готовящихся к реставрации. Здесь, пожалуй, самое лучшее из ранее не показывавшегося того, что есть в России на тему реставрации и коллекционирования старинных автомобилей. А какие примеры, вот самые яркие? Самые яркие примеры, знаете, если бы не было экспозиции ГОН, то, наверное, самой главной фишкой выставки была бы экспозиция коллекции Роже Байона. Да, ее там заводили. Итак, что мы тут имеем? Естественно, рама. Ну куда без нее? Рама — это фундамент всех автомобилей на протяжении 100 лет. Да и сегодня она очень популярна. Wolseley 10 или «Десятка» позиционировалась производителем как самый лучший мини-автомобиль своего времени. Это подтверждало и то, что «Десятка» с модернизированным кузовом участвовала в гонках и входила в число лучших спортивных автомобилей королевства. А все из-за конструкции ходовой. Передний мост установлен на полуэллиптических рессорах. Самая мощная их часть намертво прикреплена к кузову, а другой конец жестко, без всяких проушин к балке. С задним все абсолютно то же самое. 2 рессора делают автомобиль более устойчивым. Рессоры в таком виде удешевляют конструкцию, а главное, делают автомобиль более проходимым.
Спереди нет свеса, и если упереть его в стену, да поставить моторчик помощнее, он совершенно спокойно может на нее заехать. Кстати, о моторе. По сегодняшним меркам его цифры звучат скромно. Объем 1260 кубических сантиметров, мощность 10 лошадок. Его главная особенность — это то, что распредвал стоит уже сверху. В то время как у конкурентов охлаждение было только термосифонным, здесь уже стоит вентилятор. Посмотрите, как из кусочков собраны приводные ремни, которые крутят генератор. Также коленвал приводит в движение и магниты. Кстати, здесь 6-вольтовое напряжение, но масса — это плюс, в отличие от привычного нам минуса. Еще тут установлен электрический стартер, но я его крутить не буду, не дай бог сгорит. Багажничек. Нормальный такой багажничек. В наше время вариантов кузовов мало. Вот и сейчас мы смотрим и думаем, а что же это такое? Может быть, кабриолет или купе? А может быть, купе-кабриолет? Нет, это ландолет. Или ландоле, или просто ландо. Итак, ландо. Тип кузова легковых автомобилей. Его особенность — это открывающаяся крыша только над задними сиденьями или с имитацией данного процесса. Название происходит от немецкого города Ландау, где делались кареты с открывающимся верхом. Опять карета. А что? Это нормально. Это эволюция, милостивые господа. Итак, что интересного в этой самобеглой карете? Она создана явно для дамы и явно невысокого роста. Почему? Во-первых, салон изящен и богат. Все пространство отделано велюром. Да не просто, а со вкусом и некой утонченностью. Это действительно салон не автомобиля, а будуар настоящей дамы или леди. Все обшито красивым кантом. Краски выцвели, поблекли, но налет роскоши остался. Тут все как было без малого 100 лет назад. Рука реставратора не касалась этих швов. Приборы установлены на деревянный подиум, информативны. Спидометр, одометр, вольтметр и большие стрелочные часы, которые заводятся. Посмотрите на педали, видите накладки? Дама была явно невелика. От этого в маленьком автомобиле она смотрелась более изящно, чем я переросток. Ладно, пора оживлять. Открываем бензокраник полностью. Теперь к подсосу. И приступаем к традиционной рубрике «Заведи ее сам». Не получилось? Привет, Артем. Опять не было? А, можно убрать подсос. Там, там, тара-тара-там. Волнительно. Его давно не эксплуатировали, но надо. Пока не поедешь, не поймешь, что у него болит. А философия коллекции Камыш-Маш, ретро-галерея ресторана «Лекалин» — машина должна ехать. Вы, кстати, обратили внимание, что на Олсле нет хрома, только бронза. На радиаторе, на фарах, на звуковом рожке. Сегодня они потускнели, окислились. Но если их начистить, они засияют золотом на солнце. Тут трехскоростная КПП. Порядок переключения прост. Первая вперед, вторая назад, третья снова вперед. Единственное дурацкое, что здесь, это расположение педалей. Слева сцепление, справа тормоз, посередине газ.
Еще одна фишка от Олсли, не оригинальная, но интересная. Колесные диски — это штамповка, имитирующая деревянные спицы. Обратите внимание на передние колеса. Колеса как бы немного стоят под наклоном. Это заставляет их при движении все время возвращаться на прямую траекторию. Это очень удобно. Руль можно вращать без малейшего усилия. Так как тормоза только сзади и барабанные, легкая машинка задумчива в момент торможения. Хотя в те далекие годы автотранспорт был редок. Расход топлива? Он невелик, и различие что в городе, что за небольшое. Честная десятка. В теории Олсли Ten можно разогнать до 87 км в час. Но это в теории или на соревнованиях. Потрясающе позитивный автомобиль. Грамотная развесовка дает уверенность в поворотах. Да, он кренится, но с траектории не сходит. И сразу на ум приходят стихотворения. Ножки пледом закутайте дорогим Ягуаровым и, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом, жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиновом и закройте глаза ему вашим платьем жасминовым. Комфортно ли мне? Достаточно комфортно. Кстати, дворник здесь электрическая машина 21 года. Согласитесь, роскошь. Единственное, что мне категорически не нравится, это выхлопные газы, попадающие в салон. Если честно, про данную модель очень мало информации. По одним данным было выпущено около 3000 автомобилей различных модификаций, по другим меньше. Одно точно, осталось их очень мало, а фирмы Олсли больше не существует. Компания была выкуплена в 1927 году в Олсли после банкротства, в результате чего стала собственностью фирмы Моррис. Все инженерные решения, а моторы в особенности, стали использоваться и при сборке автомобилей Моррис и MG. А на мощностях Олсли выпускали комфортабельные автомобили высшего класса из всех производимых группой автомобилестроительных компаний, которая носила гордое имя British Motor Company. Сегодня, после распада BM и последующей продажи, Олсли принадлежит китайской корпорации SIAC Motors. Герберт Остин – мечтатель и выдающийся конструктор. Его энергия дала жизнь многим известным автомобильным маркам Англии. К чему это я? К тому, что человеческая энергия, помноженная на труд, обязательно даст результат. Дерзайте, милостивые господа.